Встав как-то рано поутру, решил я отправиться на охоту навестить своего старого друга Анатолия Федоровича, местного лесника. Пообщаться захотелось и поохотиться вместе. Заимка его находилась на дальнем кордоне, ходу туда пару дней. Со мной молодой лайчонок по имени Вейка, натаскивать нужно было собаку на охоту, обучать, а тут как раз удобный случай подвернулся месячный отпуск. Прихватив с собой ружье, топор, немного снеди и фляжку воды, мы отправились с собакой в путь. И для рыбалки все принадлежности тоже прихватили. Вдруг появится такая возможность и время свободное, что можно будет порыбачить. Прошли мы уже довольно много, дичи постреляли по дороге, но нужно было заночевать в лесу. На следующий день, если все будет благополучно, должен я добраться до места. Ходить по лесу для меня сплошное удовольствие. Я начал обустраивать себе место для ночлега. Развел костер первонаперво, стал варить похлебку из пшена до подстреленной днем дичи, накормил собаку, поел сам и стал готовить себе спальное место. Мне не впервой в тайге под открытым небом ночевать. Главное — поддерживать огонь в костре для безопасности. И опять же рядом собака, в случае чего сообщит об опасности. Вдруг Лайка всполошилась, приняла боевую стойку и стала принюхиваться высоко, задирая голову. Она явно почувствовала дикого зверя. Я схватился за ружье, взвел курок. Собака бросилась в темноту, окрикнув ее, я пошел вслед за ней, держа ружье наготове в одной руке, а в другой маленький карманный фонарик. Вейка облаивала какое-то маленькое животное, по размерам гораздо меньше ее. Но издалека в темноте мне было не разобрать, кто это. Подойдя поближе и посветив фонариком, я увидел малыша-медвежонка. Да уж, встретиться с медведицей в тайге мне бы очень не хотелось. Но собака лаяла на найденыша уже давно, а медведица так и не появилась. Значит, скорее всего, кто-то славно поохотился накануне. Судьба малыша была в моих руках. Я пожалел его и решил взять к себе. Я понимал, что затея это не очень хорошая и хлопотная, но оставить погибать в лесу бедное, осиротевшее животное я не мог. Я решил вернуться обратно в поселок с новым питомцем. Прошло несколько дней, и я благополучно добрался домой. Оборудовал для медвежонка во дворе просторный вольер. Малыш быстро рос, и я брал его с собой в лес. Мне хотелось, чтобы он не привязывался к людям и изучал свою родную стихию, чтобы потом вернуться в нее навсегда. Наконец-то настал тот момент, когда я понял, что дикий зверь сможет самостоятельно жить в тайге. Он умеет себя прокормить и защитить. В один из дней я взял его с собой в лес. Отправились мы достаточно далеко, чтобы поблизости не было людей и человеческого жилья. Трудно мне было расставаться с ним. За это время, пока он у меня жил и рос на моих глазах, я смог к нему привязаться. Медвежонок резво побежал в лес, несколько раз останавливался и оборачивался, но потом скрылся из вида окончательно. Мне было очень грустно и тоскливо, но я понимал, что так нужно, так будет лучше для него самого. С тех пор прошло пару лет, и опять не помню, но по каким-то важным делам я вынужден был отправиться глубоко в тайгу. Много чего интересного со мной случилось за это время, жизнь не стояла на месте. В этот раз я отправился в тайгу один, без собаки. У моей любимой Вейки как раз в это время родилось 6 щенков, и она осталась дома под присмотром жены и сына. Погода стояла великолепная, и это очень меня радовало. В такую погоду и шагается веселее, и ночью в тайге не так холодно. Ночевал я всегда под открытым небом. Делал себе некое подобие шалаша, а если сильно уставал, то ночевал просто так на подложке из пушистых еловых веток и мха прямо под звездами. А вот костер в ночном лагере должен гореть всегда. Делал я его основательно, подходил к этому серьезно. Ведь это защита от дикого зверя в лесу. На следующий день пути произошло со мной неприятное происшествие. Переходя вброд через неглубокую речушку и перескакивая с камня на камень, я подскользнулся на мокром камне и упал в воду. Разбило камнем лицо и повредил ногу. Если лицо меня не очень сильно беспокоило, то нога начала раздуваться в щиколотке, заполняя весь сапог и причиняя нестерпимую боль.
Идти дальше было невмоготу. Кое-как добредя до небольшой поляны, я устроил себе привал, нужно было внимательно изучить ногу. Я, конечно, не врач, но все-таки небольшой опыт имею. Нога, слава богу, была не сломана, это был вывих, но идти дальше все равно было очень сложно и тяжело. Отрезав ножом кусок ткани от штанины, я попытался плотно, как эластичным бинтом, затянуть щиколотку. Двигаться стало немного легче. Нужно было ночевать в лесу, а потом попытаться добраться до охотничьей заимки. Она была здесь недалеко, в тайге. Возможно, я там кого-нибудь из охотников встречу. Так за раздумьями я совсем не заметил, как на тайгу стали опускаться сумерки. Нужно было собрать сухие ветки и хворост для костра. Превозмогая боль, я начал заниматься сбором дров. Топорик гулко стучал по древесине, заглушая лесные шорохи, но все же я почувствовал присутствие дикого зверя. «Жаль, что собаки со мной нет», — подумал я. Она бы как звоночек предупредила об опасности. Я понимал, что кто-то меня окружает, вернее, чувствовал это, что называется, спинным мозгом. Так могли вести себя только волки. Сейчас я был для них легкой добычей. Я быстро оценил обстановку. В руках топорик, ружье не пострадало при падении и находилось в шаге от меня. Шанс пристрелить кого-то из стаи все-таки был. Я еще надеялся побороться за жизнь. Постепенно стемнело, и я отчетливо увидел в темноте светящиеся глаза волчьей стаи. Волки завыли и стали окружать меня в плотное кольцо. Я приготовился стрелять. Шансов у меня было мало, но я не собирался сдаваться. И тут случилось то, чего я совершенно не мог предугадать. Помощь пришла неожиданно из самой чащи леса. На поляну выскочил медведь, который был в бешенстве и выглядел еще более агрессивным, чем вся волчья стая вместе взятая. Он даже успел на бегу отшвырнуть в сторону одного из серых хищников. И тут я понял, кто передо мной. Это был тот самый спасенный найденыш. Он встал рядом на задние лапы и закрыл меня своим мощным телом. Медведь тряс головой, периодически обнажая огромные желтые клыки. Волки еще немного покружили вокруг поляны и отступили. Связываться с агрессивно настроенным медведем никто не захотел. Всю ночь медведь провел рядом со мной на поляне, охраняя от волков. А утром я поковылял, опираясь на палку, к заимке охотников. Там их и встретил на мою удачу. Медведь сопровождал меня почти всю дорогу. И только когда убедился, что я в безопасности, ушел в лес. Видимо, теперь уже навсегда. Понравилась история. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго.